Какао-бисквит для торта Прага. В первую очередь сухие ингредиенты. Мука 300 граммов, какао 40 граммов, щепотка соли, 2 чайные ложки разрыхлителя и пол чайной ложки я добавляю корицы. Это сочетание какао и корица изумительный аромат дает. Сахар 150 граммов. Все это перемешиваю. Люблю это тесто без яиц. Здесь не нужно даже миксер использовать. Оно очень быстрое и всегда получается. Теперь пойдут жидкие ингредиенты. Это вода 200 мл, пока 200 мл. И растительное масло 90 мл. Все это перемешиваю. Должно получиться такое довольно-таки густенькое тесто, потому что я еще буду добавлять стакан кипятка, 100 мл кипятка, ну, в зависимости от того, от консистенции теста. Сейчас посмотрю, какое оно будет. Теперь постепенно добавляю кипяток. Вот 100 мл. Добавила 100 мл кипятка. Ну, вот такой консистенции теста будет достаточно, чтобы оно было не сильно жидкое, не сильно густое. Примерно вот такой консистенции. Я подготовила разъемную форму. Форма у меня размером 24 сантиметра. Низ затянула бумагой для выпечки. Ничем не смазываю ни низ, ни бока формы. Все тесто отправляю в форму. Тесто такой консистенции, что само свободно растеклось по форме. И теперь отправляю бисквит в разогретую до 180 градусов духовку. Температура должна быть не ниже 180 градусов, лучше даже 200, потому что когда духовку вы открываете, температура в духовке снижается. Поэтому не ниже 180 градусов. И бисквит будет выпекаться где-то минут 40. Проверяем деревянной шпажкой. Пока выпекается бисквит, сделаем крем. Крем у меня будет на основе сока, апельсинового сока с мякотью. Сока беру 400 мл. Сахар можно в крем не класть, но тогда крем получается не такой сильно сладкий. Я все-таки положу 50 граммов сахара. Но в первую очередь загустителем у меня будет агар-агар. Многие спрашивают, что такое агар-агар, мы его не знаем. Вот вам показываю в упаковке. Растительный аналог желатина. Делается на основе водорослей. Очень полезный продукт растительного происхождения. Продается в любом супермаркете. Вот 10 грамм рассчитан на 500 мл жидкости. Я добавляю агар, сахар и чуть-чуть сока пока, чтобы размешать агар с сахаром. Вместо агара можно использовать крахмал, любой крахмал, 2-3 столовые ложки. Добавляю весь сок. И все это теперь мне нужно проварить. Ставлю на плиту. Сок с пектином закипел. Надо уменьшить температуру кипения. И проварить еще 2 минутки. И затем снять с огня. И пока еще крем теплый, кладу в него горький шоколад. 100 граммов. Шоколад должен быть обязательно горький. В составе у него какао, какао тертое и масло какао и сахар. Здесь нет никаких молочных и продуктов животного происхождения. Нет сливочного масла. И перемешиваю до растворения шоколада. Перелила крем в более глубокую емкость, чтобы он не разбрызгивался при взбивании. Крем переливаю в другую миску.
Видите, какой однородный крем стал? Крем накрыла пленочкой в контакт и отправляю в холодильник где-то на полчаса. Готов. Выпекался он у меня ровно 40 минут и уже полчаса остывает. И вот сейчас он тепленький, мне нужно его вытащить из формы. Я открываю форму. Дальше бисквит будет остывать на решетке. Переворачиваю на решетку. Оставляю бисквит остывать. Бисквит у меня остыл. Я его перевернула обратно на вот эту сторону, где у меня шапочка верхняя. И вот эту шапочку верхнюю хочу я срезать. И теперь бисквит мне нужно разделить на две равные части. Сначала прохожусь по краю. Разрезала бисквит. Бисквит по этому рецепту получается очень влажный и рассыпчатый, поэтому его не буду даже пропитывать. Он настолько насыщенный влагой, что просто может стать слишком мокрым. Я положила первый нижний корж и сразу буду наносить крем. Посмотрите, я сняла пленочку с крема, какой он стал. Видите, как застыл? Это сработал агар-агар. Вот такой крем стал. Ничего страшного, это потому что он в холодильнике постоял. Видите, какой красивый стал. Шоколадно-апельсиновый крем выкладываю сверху. Чуть-чуть оставляю на бока торта. Положила сверху второй корж и отправляю оставшийся крем. И распределяю его по верху торта и по бокам. Мне здесь нужно только тонким слоем выровнять кремом. Посмотрите, какой красавец торт получился. Вот сверху шапочку, что я срезала, он очень хорошо крошится, очень вкусный, поэтому, чтобы его не оставить в стороне, я этой крошкой украсила бока. И остается сверху сделать только шоколадную заливку. Я беру 50 мл обычной кипяченой воды и 100 грамм шоколада. Я в микроволновке расплавлю шоколад с водой. Посмотрите, какая получается масса шоколадная с водой. Возьму столовую ложку и в пакетик. Это будет для украшения сверху. Заливаю шоколадом. Распределяю. Тортик отправляется в холодильник хотя бы на часок, а затем уже сверху окончательное украшение. Тортик постоял в холодильнике час. И окончательно украшаю его. Как обычно украшают торт Прага. Торт постоял час в холодильнике. Я отрежу кусочек. Видите, заливка сверху какая нежная. И торт очень-очень нежный. Опля. И теперь тортик попробую. Смотрите, какой мягкий, какой нежный бисквит, даже без пропитки. Смотрите. Я попробовала торт Прагу по этому рецепту. Постный торт. И вы не поверите, он такой вкусный. Вкуснее, чем настоящий
настоящий торт Прага. А здесь нет ни капельки сливочного масла. Бисквит очень-очень нежный, очень сочный бисквит получился, даже без пропитки. И с этим удивительным кремом апельсиновым. Такая вкуснятина. По классическому рецепту предполагается, что в этом торте будет прослойка абрикосового джема. Но у меня крем апельсиновый, шоколадно-апельсиновый крем. Поэтому прослойки абрикосовой здесь нет. Но тоже такая легкая, приятная кислинка в креме. Попробуйте приготовить торт Прагу именно по этому рецепту. И я уверена, что вам очень понравится этот торт. И вкусных вам тортиков, друзья!